Привет! Сегодня разберем очень непростые звуки, способные вызывать самые яркие эмоции. И если вы занимаетесь звуком или видео, важно понимать, как у них это получается, где их взять или как их сделать. А для этого нам пригодятся банка огурцов, молоток, дрель, смартфон и немного особой магии. Разучиться должен ты, чему учился. Хорошо, я попробую. Эти звуки называют кинематографичными или трейлерными, потому что их используют в трейлерной музыке, то есть в той, которую мы слышим в рекламе фильмов, игр или чего-то еще. И эта музыка имеет особую структуру и уже сформировавшиеся шаблоны, а звуки, из которых она состоит, тоже имеют свои признаки. И в целом трейлерные звуки можно разделить на несколько основных групп. Первое – это различные удары – хит, бум, импакт, слэм. Они все отличаются по применению и звучанию, но об этом чуть позже. Вторая группа – это звуки для различных движений и перемещений. Вуш, свиш и так далее. Про них у меня есть целое отдельное подробное видео, обязательно посмотрите. Третье – это звуки типа брам и другие близкие к ним. В четвертой группе райзер, он же аплифтер, и даунер, он же даунлифтер. И в пятой группе это атмосферы и дроны. Есть и другие различные составные звуки, производные от них, но эти прям база. Сначала разберемся, где их взять. Простейший вариант, конечно, скачать, но такие сильно заметные звуки не советую качать откуда попало. Джедай верностью принципам обладать должен. И серьезным умом. Сейчас можно найти и легально использовать бесплатные пробники крутых библиотек. Например, сайты Premium Beat, Boom Library, Audio Imperia, Keep Forest. Вот тут, кстати, очень много крутых звуков и даже плагины для обработки есть. А еще гляньте звуки на сайте Motion Bro. Тут также классный выбор и есть всякие плюшки для тех, кто занимается видео. Позже, со временем, даже этих звуков вам станет мало, но вы сможете купить новые на том сайте, где качество вам понравилось больше всего. Сайты теперь знаете. Либо сделайте такие звуки своими руками, причем ваши звуки будут уникальны, оригинальны, только в ваших проектах и такие, какие именно вам нужны, то есть нужной длины, с подходящими призвуками и так далее. Такой вариант меня устраивает. Вообще при создании звуков есть три пути. Это синтез, лейеринг или их смесь. Синтез – это работа с синтезаторами, и это целая отдельная история с манипуляциями над сигналами с помощью модуляции, эффектов, изменения питча, фильтров, искажений и так далее. А лейеринг или наслаивание – это смешивание звуков, причем не просто смешивание, а когда от одного звука вам нравится один аспект, от второго другой и от третьего третий. Выбирайте то, что нужно, лишнее отсеивайте и получаете нечто новое и оригинальное. И это сможет сделать каждый. К чему это я? Трейлерные звуки – это про лейеринг, где в качестве слоев используют самые разные звуки, начиная от музыкальных и ударных инструментов и заканчивая разрушениями старых автомобилей или даже построек. Поэтому берем любое записывающее устройство, сгодится даже смартфон, и идем записывать. Не сидится ему. Для хитов, импактов и бумов пригодятся звуки стука по разным материалам, разбивания чего угодно. Металл, дерево, камень, стекло, овощи. Чем разнообразнее, тем лучше. Ты слегка возбужден? Вовсе нет. При создании ударов полезно понимать, что они имеют три основных части. Это райз, повышение или наращивание, тело
и хвост. Наращивание и хвост могут быть разными, и именно по ним мы отличаем хит от импакта или бума, а вот тело у них похоже. И для тела выбираем одиночный удар, назовем его кик или пинок. В нем нам важны низкие частоты, так что если у кика их мало, добавьте. И для этой цели я люблю плагин Submarine от Waves. Он не просто поднимает частоты как эквалайзер, а создает бас и саббас, если низких мало или их вообще нет. Остальные частоты можно отрезать по желанию. Итак, звук хит, как правило, яркий и звучит на первом плане. Что-то падает, разбивается или кого-то бьют прямо перед нами. Поэтому в видео мы его используем в те моменты, когда что-то должно явно привлечь наше внимание. И поэтому же к нашему кику нужно добавить другие слои из ярких ударов, в зависимости от нужных нам призвуков. В них отрезайте низкие частоты, иначе кик может стать слабее. Теперь пробуйте эффекты обработки на каждом слое и на всей группе. Тут могу посоветовать плагин Devil Lock от Soundtoys. Это компрессор, который не только сжимает звук, но и вносит искажения, что в данном случае помогает сделать удар мощнее. Еще попробуйте дилей, чтобы размножить осколки. И немного реверберации, чтобы придать звуку объема. А небольшое значение предилея не даст вашему удару утонуть в этом объеме. И перед ударом вставьте эффект вуш в качестве райза. И вот что получилось у меня. О, превосходно. Импакты похожи на хиты, но у них нет райза, то есть звучит сразу тело. И обычно не имеют очень длинный хвост. То есть мы можем его использовать, если хотим озвучить удар в каком-то большом помещении или на открытом пространстве или издалека. Чтобы получить импакт, просто уберите вуш и сделайте хвост длиннее. Можно еще уменьшить предилей и высокие частоты. А вот бум — это сугубо низкочастотный удар, звучащий как будто бы из глубины, на дальнем плане или вообще за кадром. И этот акцент хорош для того, чтобы обозначить, что произошло нечто важное, какой-то переломный момент, и при этом у зрителя от неожиданности не встанут волосы в жилах. Я твой отец. Чтобы получился бум, оставьте только один кик и длинный хвост. Еще встречается название слэм. Им обозначает либо те же хиты и импакты, или он может звучать перебивками. Hello there. General Kenobi. И вообще в некоторых библиотеках вы можете встретить и короткие импакты, и яркие бумы, и хиты с длинными хвостами. Названия могут быть перемешаны. Важно понимать, какую задачу вы хотите решить вашим звуком. Брам. Брам добавит брутального характера и эпичности любому моменту. Чаще всего он протяжный, низкочастотный, рычащий, заставляет подражать грудную клетку и вызывает ощущение чего-то грандиозного или тревожного. Видимо, это связано с инстинктом самосохранения, поскольку звук может напоминать рычание зверя. Брам зачастую делается с помощью слоев из различных оркестровых духовых инструментов, например, тубы, фагота или валторны. Мне повезло. У моего соседа Константина есть валторна. Было достаточно записать только одну ноту в разных октавах. Если у вас нет соседа с валторной, ищите низкие трубы в сэмпловых библиотеках. Сегодня их огромное количество, как платных, так и бесплатных. Пробуйте своим звуком понизить высоту тона, плюс различные обработки. Или же можно пойти вообще другим путем. Запишите вибрацию телефона. Или попробуйте дрель. А ваши соседи любят брам по утрам?
Забавно. А если Браму постепенно изменять высоту тона, то он может звучать еще более тревожно и будет похож на воинственные трубы. Такие звуки встречаются под названиями сигнал, аларм и бендер. Есть звук, который дает понять, что скоро что-то произойдет, атмосфера накаляется, нагнетается, и зритель поневоле начинает к чему-то готовиться. Это райзер. Сделать очень просто. Берете свой импакт с длиннющим хвостом и разворачиваете. По желанию можно плавно повышать высоту тона. Еще райзер может перейти в хит, либо затухать плавно. А даунер — это плавное снижение громкости и питча, дает ощущение замедления происходящего или завершения действия. Это можно сделать из тех же импактов, бумов или же брамов. И остались атмосферы. Это продолжительные звуковые подклады, они обычно не меняются по тону и могут иметь как музыкальные, так и немузыкальные призвуки. Просто повесьте на любые звуки бесконечную реверберацию и дилей. Крутаните ручку фидбэк или дикей на максимум. А еще для атмосфер классно работают плагины, работающие по принципу гранулярного синтеза. Следите за тем, какие исходники вы используете, потому что они очень влияют на настроение. И вообще, для более интересных результатов пробуйте совмещать разные типы звуков. И если вы с обработками на «ты», пробуйте автоматизировать все настройки. Пусть постепенно меняются фильтрация высоких частот, панорама, стереорасширение спектра, интенсивность искажений, глубина или скорость тремоло или чего-нибудь еще по вкусу. А этому может кто-то обучить? Ну, например, я. У меня есть целый курс по саунд-дизайну и озвучанию видео, и там, помимо прочего, я подробно говорю про работу с эффектами, какие ручки крутить и так далее. Подробности по ссылке в описании. Итак, я подсказал примерные варианты, как можно использовать трейлерные звуки. Но я рекомендую вам экспериментировать, потому что в некоторых ситуациях разные типы звуков могут окрасить сцену по-разному. А по очереди нельзя было? Только вдвоем? И еще, надо сказать, что есть специальные инструменты для создания таких звуков, и они очень упростят вам жизнь. Например, инструмент Meteor от компании UVI. Во-первых, тут есть пресеты с готовыми звуками. Разные слэмы, бумы, даунеры, райзеры и вуши с атмосферами. Вы уже знаете, что это. Во-вторых, тут очень удобно проследить, как был создан каждый звук и поправить его под себя. Жмем Settings и видим, что Meteor — это как раз про лейеринг. Звуки тут собираются из двух частей — Rise и Impact. Причем Rise можно собрать из 3 слоев и балансировать между ними, а Impact из 4. И каждый слой обрабатывается встроенными эффектами. Меняется pitch, фильтр, искажение, количество отражений и дилея на каждый слой отдельно. А выбор исходников тут просто огромный, так что вариативность колоссальная. Настраивайте ревер, дилей, эквализацию и ширину звука. Добавляйте движение звуку по разным параметрам. Можете даже изменить длину райза и сделать звук мощнее с помощью компрессора-максимайзера или просто громкости.
И таких инструментов становится все больше. Так, и что получается, мы напрасно все это записывали? Одну минуту, как это вышло? Мы же не настолько глупы. Значит, настолько. Конечно, нет. Это помогает росту. И даже имея лучшие инструменты, никак не обойти развитие навыков, вкуса и слуха с помощью практики и терпения. Но это того стоит. Я за терпение. Терпение. Да. И еще хочу сказать, что идея создания этого видео возникла после комментария к прошлому. Поэтому заранее благодарю вас за ваше предложение и поддержку, за ваши комментарии, за ваши пальцы вверх и подписку на канал. Скоро будут новые видео. С вами был Руслан Гапиров, канал Nisus Pride Music. Всем сочных звуков. До связи. Не могу учить его. Терпения нет у него. Он научится терпению.